Я бы не сказал, что в Советском Союзе было хорошо. Карал, сажал в тюрьмы, заткни свою голова. Клепали не то, что надо. Сделать человеческий пылесос была проблема. А теперь посмотрим, что сейчас. Будут плохо себя вести, закроем газ. Каждый волк. Ты согласишься жить в таком мире? Замысел, замысел, сделал его сам и сам целомерен. Игорь Владимирович, есть ощущение и даже некоторые исследования, что все больше людей скучает по Советскому Союзу. Причем некоторые из них в нем никогда и не жили. В обиход вернулись слова «прихватизация», «демократы». Как думаете, почему люди стали скучать по совку? Да, я тоже замечаю. Много читаю на эту тему. Ну, во-первых, совок, он вовсе и не совок был. Там было очень много интереснейших наработок, которые сейчас Китай поставил на службу. Да, и посмотрите все, как бурно развита экономика Китая растет. А все, что они поставили на службу, ну, первое, это плановая экономика, это использование планирования как драйвера, собственно говоря, роста страны. То есть планируем индустрию, переводим свои государственные закупки, например, на закупки китайской техники, например, тяжелые краны, там, тяжелое машиностроение. При этом вводим, естественно, параллельно ограничения на закупку иностранной техники. Да, и таким образом Китай отрастил себе, сейчас нет практически ни одного сектора экономики, который Китай, в общем-то, не активирован. Но все эти подходы Китай взял откуда? Из Советского Союза. Я бы не сказал, что в Советском Союзе было хорошо, давай так. Но представление у людей, что они хотят находиться в другом состоянии, нежели как сейчас. Дело в том, что Советский Союз и его устои были более дружелюбны. Ну да, пропаганда была такая, что не надо высовываться и так далее, тем не менее взаимная поддержка, там, поощрение дружбы и так далее. То есть это было более дружелюбно, более социоцентричные там настройки. А теперь посмотрим, что сейчас. Каждый волк. Культура саморазвития. Если у меня получилось, я немедленно встаю в позицию, значит, доминатора, который говорит: у меня получилось, у тебя не получается, потому что ты хуже меня. Ты плохо старался, надо ЕБШ 24/7. Раз у тебя зарплата маленькая, значит, ты плохо стараешься, или иди вторую работу возьми. Люди на износе. Ты и так вот еле там движешься, а тебе говорят: надо еще добавить. Общество, ненависти. Судя по тому, что вы говорите, вы тоже скучаете по Советскому Союзу, но давайте все-таки, чтобы у нас не было такого впадания в тоску. Минусы были в этой системе? Если были, то какие? Минусы Советского Союза, они были очень большие. Скажем так, при формальном или при пропаганде, когда не было безработных в Советском Союзе, на самом деле было много условно работающих людей. То есть на заводе, где реально… Вот сейчас у Технониколя 300 людей, да, в Советском Союзе было 1200. Чем была обусловлена такая низкая производительность труда? Да ничем. Просто была разнарядка такая, что содержать на данном заводе, содержать — это именно такое слово, 1200 людей. Да им банально делать было нечего. В результате там треть завода спали в коптерках, придут на работу, там, разбредутся по каким-то лачушкам, спят там, не знаю, что там делают, кто-то выпивает. Какая может быть экономика? Дело в том, что завод и производство — это как машина. Если машина, за ней не ухаживать, ее не смазывать, или в ней очень много каких-то неправильных вещей, неправильных настроек, мусора, машина плохо едет. Доходило до смешного. Танки, самолеты выпускал Советский Союз. До сих пор на наследии Советского Союза там Россия много чего производит. Но при всем том сделать человеческий пылесос, человеческий, там, я знаю, холодильник, была проблема. В основе провала Советского Союза, как это не банально звучит, но это абсолютный факт, была экономика. Экономика, значит, Советского Союза и стран-союзников, да, она, в общем, проиграла напрочь экономике условного объединенного Запада. Да. Но я замечу, любая экономика есть отражение образования. То есть, на самом деле, все проблемы в Советском Союзе 80-е, 90-е годы сложились потому, что образование в России, в Советском Союзе тогдашнем, которое производило математиков,
физиков, инженеров, и вот что там Советский Союз клепал и так далее, для индустриализации. Да? Так вот, клепали не то, что надо. Вот и все. В результате, когда эти люди, значит, приходили к действиям, и они неплохо выполняли то действие, для чего они там были произведены, но они не могли выполнять другие действия. Например, Советский Союз вообще не производил предпринимателей. Предприниматели искоренялись. Статья была такой за спекуляции. Сейчас вот тот предприниматель, который там на фондовой бирже торгует, да, он бы в Советском Союзе сидел. Там сколько там, 3 года, 5, я не знаю, там сроки. Даже там, тот, который на рынке торгует себе. Даже тот, кто на рынке, за спекуляцию, за то, все и пятое. Поэтому Советский Союз искоренял предпринимателей, карал, сажал в тюрьмы и так далее. У нас на канале скоро будет новый проект, пока не будем раскрывать, о чем он. Но один из гостей, это Федор Овчинников, и он интересную вещь сказал, что он раньше, до бизнеса, был поклонником марксизма, ленинизма, коммунистических идей и так далее. Потом передумал. У вас был период такой, что вы верили в построение коммунизма? Слушай, у меня, конечно, был такой период, потому что я рос в Советском Союзе, и вот в этой вот во всей махровой, ну, сильной такой, всепроникающей, всезаполняющей пропаганде. Где-то, когда к возрасту пионерии, я стал, видеть, что какие-то нестыковки. Я думал, нестыковки, ошибки там бывает, да. Где-то к возрасту 14 лет я окончательно понял, что Советский Союз — это, и устройство, которое, как живет Советский Союз, это большая, такая неудавшаяся авантюра. Тогда, кстати, уже Советский Союз трещал по швам. Я не знаю как, но я понимал, что все скоро будет как-то плохо. Это как раз к моменту, когда отец, который начальник лаборатории, начал бухать. А фон был следующий, что он начальник лаборатории, отвечающий за все качество металла на всем Магнитогорском металлургическом комбинате. То есть это, топ-левел. То есть, представляешь, весь там миллионы тонн металла зависит от того, как лаборатория моего отца работает. И к нему подселяет 2 тетушки. Одна жена начальника цеха, а вторая там племянница директора завода. Они вообще ничего не работают, и он их пытается уволить, потому что у него же бюджет на лабораторию, ему тоже не дают расширять, и говорит, этих нельзя увольнять. Заткни свой голова, или что там, рот. Он из жизнерадостного, из мощного инженера превращается, временно, я рад, что ему удалось справиться с этим, но он временно превращается все. То есть страна теряет инженера, семья теряет мужчину, значит, я теряю отца, мама моя теряет мужа, вот и все. И на фоне вот этого случившегося я клянусь себе внутренне, что я обязательно что-то придумаю, но я так жить не буду. То есть я себе поклялся, что я буду жить по-другому. Я не войду в ситуацию, чтобы кто-то мог бы мне сказать, Игорь, вот хоть ты и понимаешь, что это херня полная, но ты должен делать эту херню. Недавно Путин встречался с профсоюзами и допустил, что для предприятий, которые будут косячить с гособоронзаказом, возможна национализация. Что вы об этом думаете? Национализация предприятий возможна сейчас в России? Может быть, через 10 лет? Национализация применялась и будет применяться как средство мобилизационных проявлений государства. И любое государство, Америка прежде всего, постоянно национализирует какие-то свои предприятия или находит способы, как государственные интересы достигнуть. Жестко, называется, надо, пожалуйста, достигай. Другой вопрос следующий, что эти все подходы будут плохо себя вести, закроем газ или отключим газ, или наоборот, будут хорошо себя вести, включим газ. Знаешь, эти все подходы настолько грубы, это даже не из пушки по воробьям. Нет. Из пушки по воробью это даже хоть что-то. Знаешь, это когда мы пытаемся согреть что-то, расположенное на другой части Земли, путем разжигания здесь большого костра чего-то. То есть это величайшая глупость, и об этом уже не раз мы убедились на
собственном и чужом опыте. То есть наша экономика, наша социоэкономика, наше администрирование нашей жизни уже показало, что те способы, с которыми мы администрируем сейчас нашу экономику, ну, они слабо действенны. Вот. То есть, ну, выживать можно, процветать нет. Поэтому можно сколько угодно судачить на эту тему. Плохо, хорошо. Слушай, нормально. Но вы не боитесь, что ваше предприятие национализируют? Слушай, вот это примерно следующее. Если я начну бояться чего-то, я войду в этот цикл сожаления. То есть буду бояться своих домыслов про это. Но подчеркиваю, ведь только что же их не было. Как только я начинаю думать какие-то, ну, тревожки и обидки, и вот гневки какие-то, да, вот эти вот, если я вот вдруг начинаю, мне, во-первых, становится плохо, да, во-вторых, я потом смотрю, ничего из того, что я додумал, не произошло, я думаю, нахера я этим занимаюсь, да? Лучше я вот буду строить школы, сады, заводы, ну, то есть то, что я умею, потому что, и самое главное, то, что я умею, делать других сильнее. Я самое большое удовольствие даже получаю вот не от заводов там, а от того, когда я других людей делаю сильнее. Поэтому я открыл их здесь академию. Вы читаете негативные комментарии про себя в Ютубе? Ну, я читаю, но как-то я их не запоминаю. Ну вот там есть ряд комментариев, где как раз вот вас обвиняют в том, что вы капиталист, который обокрали народ. Вы когда видите такие комментарии, вам вообще обидно? Что вы чувствуете? Да нет, не обидно, конечно. Для меня это не отобрать и поделить. Есть кипящий слой людей, которые им нравится, что с ними происходит, когда они ярко выражают свое вот это вот кипение, негодование. Я понимаю, что есть такие люди. То есть на самом деле они с таким же успехом могут выражать свое кипение, негодование или там что-то другим образом про другую тему, на другую аудиторию. Им главное внимание. Люди, которые резко, радикально согласны, все, мы вот за тебя, что бы ты ни сказал, какую херню говори, мы за тебя, да, им нужно почувствовать причастность. Они не то чтобы согласны, они хотят ощутить причастность. Представляешь, другое, что вот если я прихожу в какое-то место вдруг, и там нет ни одного человека, который бы мне сказал: Игорь, ты творишь полную Вот здесь я напрягаюсь. Либо вокруг меня одни лизоблюды, то есть какая-то искусственная среда, ну, понимаешь, какая-то… Я напрягаюсь, она неравновесная. А когда есть недовольные, согласные, нейтральные, и есть люди, которые говорят: вообще, а нам пофиг на то, что вы тут делаете. Да. Вот тогда среда, ну, такая, называемая, правильная. Игорь Владимирович, мы сегодня больше говорим там не о тоске по Советскому Союзу с точки зрения там империи, гордости за страну. Мы больше говорим про экономику, что люди скучают там по плановой экономике, по стабильности, потому что все было понятно про завтрашний день, а сейчас непонятно. Да. Как вам кажется, вот эта вот плановая экономика, она может вернуться? Потому что многие сейчас говорят, что как раз вот компьютеризация, интернет могут нам позволить вернуть плановую экономику. 20 лет прошло, когда компьютеры в строю, да, у нас базы, там, ГАИ банально не, там, ДПС банально не соединены там с базами, там, не знаю, учета. Ну, только сейчас их как-то соединяет. Слушай, 20 лет прошло. Поэтому, слушай, кому цифровизация, а для кого это, так сказать, проблема? Потому что когда базы не соединены, очень много коррупции. Как только они соединены, ну, транспарентность, прозрачность вырастает, коррупции, ну, сложнее развиваться в этом поле. Поэтому, видимо, рука руку моет, и кто-то против этого. Поэтому… То есть коррупция спасет нас от этого? Я так скажу. Самым сильным средством против цифрового ГУЛАГа, да, является коррупция. Потому что коррупции цифровой ГУЛАГ тоже не выгоден. Как вы понимаете, в цифровом ГУЛАГе выигрывает, знаете кто? Главный доминатор. Ну, так называемый главный бенефициар всего. Он видит, никто не ворует, никто не может, да? А главный бенефициар, ну, ему как бы и смысла нет воровать, потому что и так все его. Вот. Но, грубо говоря, подожди, ну а люди-то не хотят, часто они имеют с этого, так сказать, да, а в цифровом ГУЛАГе как бы они не будут иметь. Поэтому они и против. Поэтому процесс идет нудно, медленно. Мне кажется, он все равно будет туда идти, но не так быстро, как могло бы быть.
А вообще тосковать и скучать по прошлому – это хорошо, и искать ответы в прошлом – это хорошо, или это сплошные минусы, и это не нужно делать? Говорят, что люди, не знающие прошлого, у них нет будущего. Но это фигня полная. Прошлое содержит то, что было и прошло. И в нем нет никаких ответов на будущее. Я бы так сказал, люди используют прошлое за неимением возможности придумать будущее. То есть, ну, представь себе, да, у тебя есть возможность сесть за баранку авто и смотреть в горизонт уходящей дороги, ну, или куда-то вот в направление, пусть это даже не дорога, а направление. Ну, нет пока дороги, смотри. А ты представляешь, что в этот момент человек отворачивается от направления, куда он хотел бы ехать, да, и отворачивается назад и начинает копаться там про Советский Союз, или, может быть, про царскую Россию, или, может быть, там еще про что-то и так далее. То есть в этом нет ничего действенного. То есть любые вот эти действия, вот такие действия, они приведут к тому, что это, по сути, окажется, ну, бездействием. Нельзя найти в прошлом никаких ответов для будущего. Нельзя. Как вам кажется, Россия все-таки должна идти по пути капитализма или вернуться в социализм? Я себя хочу видеть, я не Россию хочу видеть, я себя, своих детей, своих близких, тебя, вот Артема, да, вот. Я всех нас хочу видеть свободными людьми, лишенными какой-то необходимости сделать выбор тот или иной, потому что любой выбор – это иллюзия свободы, любой выбор – это тюрьма. Абсолютно неважно, какое устройство в России, плановая экономика или рыночная. Коммунизм, социализм, что там еще бывает? Важно другое. Владеют ли люди двумя компетенциями жизни? Навык генерации свобод, навык генерации защиты. Все. Это важно. И тогда эти люди сами разберутся, в какое общество у них будет. Они не позволят доминировать никому над собой. Это важно. Из этого происходит цивилизация и общество. Все остальное – это придумки. Если говорить, что у меня есть только я. Все остальное – это, ну, иллюзия. У меня есть только я. Я выбираю себя. Ты кого выбираешь? Напиши мне комментарий, если ты выбираешь себя. Напиши. Я очень хочу, чтобы ты выбрал себя. Я очень хочу, Ань, чтобы ты выбрала себя. А, кстати, мы не будем палиться, кто нам вопросы задает. Черт. Спалились. Так давайте подведем итоги тогда. Да, кстати, ребят, подведем итоги нашего конкурса. Помните, я задавал вопрос, кто мне задает вопросы за кадром. И вы писали, все хотели выиграть книгу и так далее. Я все прочитал лично. И правда скажу, не так много было версий про Аню. Но это Аня. Все. Ну и те первые 5, которые указали на Аню, да, мы вас выбрали, я здесь прикрепил внизу под этим видео списочек, поэтому получайте свои заслуженные книги. Мой замысел, это есть замысел, я имею замысел, это мой замысел, это мой замысел, мерен мой замысел, мой хайвей, это замысел.